Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой ажурный мотив, который состоит из трех очень простых в исполнении узоров, но вместе смотрится очень красиво и гармонично. Здесь идет ложная ажурная коса, минималистичная ажурная дорожка, состоящая из двух петель, и сетка с обвитием. Наверняка вы каждый по отдельности этот узор вязали. Если нет, то я по ходу видео расскажу и покажу, как выполняется каждый этот элемент. У меня связан минимальный размер этого мотива, так как он и так достаточно широкий. Если вам нужно подогнать его под свой размер, это легко сделать за счет сужения или расширения сетки, или же прибавить еще один раппорт сложными косами, например, как вот на этой маечке. Итак, раппорт ложной косы составляет 10 петель, ажурная дорожка 2 петли и сетка 4 петли в ширину. Между каждым из этих элементов узоров у меня провязаны 2 изнаночные петли, которые отделяют узор друг от друга. На схеме, как вы видите, я совместила все эти элементы, все узоры в один мотив. А теперь давайте вместе с вами провяжем каждый из этих узоров. Я также здесь совмещать их буду в один мотив, только еще в более уменьшенном варианте. Сетки я буду провязывать только 3 обвития, 3 раппорта этого узора. Итак, я набрала 45 петель и начинаю провязывать вот с ложной косы, которая расположена, если смотреть прямо на узор, то с правой стороны от меня. Кромочная петля. Дальше идет 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель на классическое, чтобы первая дужка смотрела на меня и петли не получались скрещенными. И провязываю их одной лицевой. Далее идет 3 лицевые петли, 2, 3 и накид. Это я провязала 1 раппорт ложной косы. Далее у меня идет 2 изнаночные петли и ажурная дорожка. 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Это ее раппорт узора. Дальше 2 изнаночные, разделительные между узорами. И трижды выполню обвитые петли. То есть вот эти 3 петли я буду выполнять с обвитием. Для этого я 3-ю петлю поднимаю правой спицей. Первые 2 петли придерживаю немножечко, чтобы они не соскользнули со спицы. И 3-ю петлю перебрасываю через первые 2. Вот таким образом. У меня осталось из 3 петель 2, поэтому я их провязываю. Первую петлю лицевой, далее делаю накид и 2-ю лицевую. И у меня получилось, я из 3 петель провязала 3. Дальше идет 1 лицевая петля и вновь петли с обвитием. Я перебрасываю 3-ю петлю через первые 2 и их провязываю как лицевая, накид, лицевая. Дальше идет 1 лицевая петля и 3-й раз петли с обвитием. Выполняю их точно так же. Перебросила петлю и провязала лицевую, накид, лицевую. Далее идет 2 изнаночные разделительные петли. 1, 2. И ажурная дорожка. С левой стороны я ее буду располагать симметрично. Для этого я провязываю накид сначала, далее 2 вместе лицевой
с наклоном влево. И вновь идут 2 изнаночные разделительные петли. И провязывать дальше буду левую часть ажурного жгута. Он скручивается влево. Я делаю накид, 3 лицевые провязываю, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Я провязала первый ряд этого мотива. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Вы провязываете дальше на нужную ширину или же добавляете узоры, которые вам необходимы. Четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку. То есть изнаночная петля провязывается изнаночной, лицевая, лицевая. Давайте часть второго ряда я провяжу вместе с вами, чтобы это было более наглядно. Кромочную петлю я просто пересняла и далее я вяжу по рисунку. Если на меня смотрит изнаночная петля, я ее провязываю изнаночной. Если же будет лицевая петля, я ее буду провязывать лицевой. Накиды все провязываются во всех этих узорах в четных рядах изнаночной петлей. Вот у меня накид, я его провязываю открытой изнаночной петлей. Далее на меня смотрят лицевые петли, я их провязываю лицевыми. Изнаночную изнаночной, накид изнаночной петлей, лицевую лицевой петлей. И так провязывается до конца ряда. Если же вы вяжете по кругу, вы также провязываете по рисунку и накиды, соответственно, провязываете лицевыми петлями. Третий ряд. Кромочная петля и провязываю ложный жгут. 4 лицевые петли, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли, накид и 1 лицевая. Я провязала 1 раппорт узора ложного жгута. Далее 2 изнаночные разделительные и ажурная дорожка. Здесь я накид делала с этой стороны, значит в этом ряду я делаю его с правой стороны. Делаю накид и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 2 изнаночные разделительные и вяжу сетку. Я провязываю первые 2 петли лицевыми в этом ряду и далее начинаю формировать сетку. Точно так, третью петлю перебрасываю через первые 2 и провязываю лицевая, накид, лицевая. 1 лицевая петля и еще 3 петли с обвитием. Перебрасываю третью петлю через первые 2 и провязываю их лицевой, делаю накид и вторую лицевую петлю. Этот ряд ажурной сетки я заканчиваю 2 лицевыми. Все, сетка провязана. Далее 2 изнаночные разделительные. Минималистичная ажурная дорожка. Здесь я накид делала с правой стороны, значит в этом ряду я буду его делать с левой стороны. Я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаю накид и провязываю 2 изнаночные разделительные. Теперь левая коса. 1 лицевая, накид, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 лицевые. 2, 3, 4. Я провязала ложную косу, 1 ее раппорт. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 5-й ряд. Начинаю я его вязать с правого жгута. Кромочная и сам жгут. 3 лицевые петли, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые,
2, 3. Накид и 2 лицевые петли. Я закончила вязать правый жгут. Далее 2 изнаночные разделительные, ажурная дорожка, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Дальше 2 изнаночные разделительные и петли с обвитием. Здесь нужно их чередовать. Первый ряд мы начинаем сразу провязывать с первой петли, второй ряд 2 лицевые, затем провязываются петли с обвитием. В пятом, простите, ряду я начинаю вязать с первой петли. Я перебросила третью петлю через первые 2 и их провязала как лицевая, накид, лицевая. Далее идет 1 лицевая и вновь петли с обвитием. Перебросила третью петлю и провязываю лицевая, накид, лицевая. Дальше идет 1 лицевая петля и третий раз провязываю 3 петли с обвитием. Лицевая, накид, лицевая. После сетки у меня идет 2 разделительные изнаночные петли, дальше ажурная дорожка, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные разделительные и левый жгут, 2 лицевые петли, накид, 3 лицевые, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 лицевые петли. Я закончила вязать ложный жгут. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 7 ряд. Также начинаю с кромочной петли и формирование правого жгута. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли, 2, 3, накид, 3 лицевые, 2, 3. Все, я провязала ложный жгут. Далее 2 изнаночные разделительные, ажурная дорожка, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные разделительные и сетка. В предыдущем ряду я начинала с первой петли, значит в этом ряду я провязываю 2 лицевые и затем начинаю формировать сетку из петель с обвитием. Третью петлю перебросила через первые 2 и провязываю их в свою очередь лицевая, накид, лицевая. Далее идет 1 лицевая петля и еще 3 петли с обвитием. Перебрасываю третью петлю через первые 2 и провязываю лицевая, накид, лицевая. Заканчиваю этот узор 2 лицевыми. Далее идет 2 изнаночные петли разделительные, ажурная дорожка, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. 2 изнаночные разделительные и теперь формирую левую косу. 3 лицевые петли, 1, 2, 3, накид, 3 лицевые, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые петли. Я закончила левую косу вязать, ряд заканчиваю кромочной петлей. 9 ряд. Кромочная, я ее переснимаю и формирую ложную косу. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли, 2, 3, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4. Далее идет 2 изнаночные разделительные,
ажурная дорожка, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид, 2 изнаночные разделительные и дальше провязываю сетку. Этот ряд я начинаю вязать с первой петли. Третью петлю перебрасываю через первые 2 и провязываю лицевую, делаю накид и вторую лицевую петлю. Дальше идет 1 лицевая и вновь петли с обвитием. Перебросила петельку и провязываю лицевая, накид, лицевая. Между ними идет 1 лицевая петля и вновь обвитие 3 петель. Перебросила и провязываю лицевая, накид, лицевая. Далее идет 2 изнаночные разделительные петли, ажурная дорожка, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные разделительные и левый жгут. 4 лицевые петли, 2, 3, 4, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая петля. Я провязала полностью мотив узора и заканчиваю кромочной петлей. 11 ряд, кромочная петля, и начинаю вязать правый жгут. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. Я провязала раппорт этого узора. Далее идет 2 изнаночные разделительные, ажурная дорожка, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные разделительные и провязывать буду сетку. Прошлый ряд лицевой я начинала с первой петли, значит в этом ряду я первые 2 провязываю просто лицевыми, далее начинаю формировать сетку. Третью петлю перебрасываю через первые 2 и их провязываю как лицевая, накид, лицевая. Между ними 1 лицевая петля и еще 3 петли с обвитием. Точно так же я их провязываю. Заканчиваю этот узор вязать, как и начинала, 2 лицевыми петлями. Далее 2 изнаночные разделительные петли, ажурная дорожка, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид, 2 изнаночные разделительные. И вот я подошла к левому жгуту. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 3 лицевые петли, 2, 3 и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт этого мотива, ряд заканчиваю кромочной петлей. И вот так выглядит начало формирования этого мотива. После того, как провяжете 12 ряд, вы повторяете с 1 по 12 ряд на ту высоту, которая нужна для вашего изделия. И вот такая красота у вас получится. Надеюсь, вам этот узор также понравился, как и мне, и вы обязательно с ним что-нибудь себе свяжете. Всем легких петелек и до встречи на канале!